Всем привет! У нас сегодня 30-й день третьего сезона, воронка времени. Урон, который я вчера смог нанести, дошел до 6 миллиардов. Как я это сделал, я сейчас вам расскажу. Баф у нас на воронке времени на скорость атаки и на эффективность щитов. То есть на урон ядом он никак не влияет абсолютно. Туман распределяем вот так. Сбор тумана у нас идет через полученное лечение и щит 1 заряд. И за каждое наложенное ослабление 2 заряда. Рассеивание тумана за каждый нанесенный урон 1 заряд снимается. И за каждое усиление снимается 2 заряда тумана. Сегодня пока что еще ударил 1 раз. Разброс урона может достигать вообще в миллиард, потому что Сакридея очень плохо вешает разлом и бывает вообще не вешает свои ослабления. Хотя точности ей дал больше, чем нужно даже. Поэтому приходится реролить из-за этого нюанса. Как же достичь максимального урона? Давайте все-таки вернемся к самому боссу и повторно рассмотрим некоторые моменты. Первое — это то, что когда он переходит в красную форму, то после перехода первые 15 секунд он получает на 100% больше прямого урона. То есть не полностью весь цикл, да, а мы должны понимать, что вот этот промежуток, примерно посюда, он получает повышенный урон. Если мы начнем куда-то цикл сдвигать, как некоторые пробовали, да, я тоже, кстати, попробовал, выходит хуже. Допустим, мы ставим цикл не 18 секунд, а 17,7 там, либо 17,5 и начинаем сдвигаться по полоске и попадаем, допустим, в вот эту зону. Здесь у нас нету бонуса к урону. Соответственно, урон у нас итоговый падает. Поэтому вот именно эта зона, это та зона, где у нас повышенный урон. Здесь уже все. Соответственно, логически подумаем, да, что, вот, допустим, в Сакридее у нас дебафер. Она вешает разлом брони, что, на снижение защиты. И вешает уязвимость к яду на 10 секунд. Рейта у нас все это дело продлевает на 5 секунд. Соответственно, мы получаем те же 15 секунд, которые длится весь этот цикл на повышение урона. То есть нам выгоднее будет, если все это время, все эти 15 секунд, которые у нас повышенный урон, мы будем именно в этот момент накладывать свои дебафы. То есть, соответственно, я ставлю Сакридею на 18,1. То есть, как только босс переходит в форму красной головы, мы сразу же накладываем на него все эти дебафы. И рейта, соответственно, их будет продлять. И мы получим, получается, все вот эти 15 секунд, что босс будет находиться под дебафами. А остальные 3 секунды, которые мы не имеем бонуса к урону, он как раз под дебафами не будет. Соответственно, также питомец. Тоже он будет включаться на 18 секунде. 16 старт плюс 2 секунды это то, что ему требуется для того, чтобы активировать навык. И вот мы выходим на 18 секунду. Почему, допустим, рук без таймингов, да? Смысла нам его нету ставить, допустим, там после шмыгли здесь сразу. Он так-то и выровняется, да? Он стартанет на 11,8 и будет сдвигаться за счет ускорения чуть-чуть ближе к началу полоски. Но так как у меня рейта будет в сете заливщика, кукольника, он остановится примерно вот здесь. То есть он будет сдвигаться, допустим, у него старт 12, да, даже 11,7. Он будет бить, сдвигаться сюда. И здесь, допустим, рейта у нас будет активировать залив ульты. И, соответственно, когда рук сдвинется сюда, он здесь и тормознется, так как раньше, чем зальет рейта кукольником, он ударить не сможет. И, соответственно, почему мы им стартуем в начале? Сейчас вкратце объясню. Также еще покажем шмыга. Почему шмыг на 24 секунде, да? Допустим, в Сакридее на 18,1, а шмыг на 24. Как бы у Сакридея выбора нету, да? Она у нас дебафер, ей нужно именно всю эту зону задебафить. Что делает шмыг? Так как у нас Филосия находится в ребрах, она, соответственно, после боевого навыка босса ловит дебаф, отражает его и получает бонус к урону. 24 секунда это примерно как раз вот здесь. Как раз тот момент, когда боевой бьет по Филосии, мы получаем вот этот баф от ребер. И уже сразу после этого бьет шмык, уже под бафом. Если мы его поставим сюда, соответственно, он будет бить без бафа, который на урон от ребер. Соответственно, если его сдвинуть сюда, то урон будет максимальный.
Также по поводу рука. Сейчас мы бой чуть замедлим. Вы вообще посмотрели, что происходит. Получается, он ультует сразу, чтобы получить вот этот стак раньше на цикл. То есть, когда наши дамагеры начнут бить, он уже будет, получается, с одним стаком. То есть мы раньше наберем вот это все то, что нам нужно. Начался цикл. Сакредея вешает свои дебафы. Ультанул шмык сразу же под ребрами, получается. И, соответственно, ультует рук. Как раз там, где надо. Все, и здесь уже цикл заканчивается на усиление урона. Все, и так идет по кругу, получается. Полностью бой, думаю, показывать смысла нету. Надеюсь, все поняли, как что работает, почему, что и зачем. Да? Еще раз повторим, что получается шмык ультует, потому что активируются ребра. Сейчас. Да, вот это отражает Филосия. Активируются ребра, бафается шмык. И, соответственно, именно в этот момент под бафом он ультует. Сакредея ультует здесь, потому что это как раз ровно та зона, где повышенный урон. Рейта все это продляет. И рук ультует до начала цикла, потому что, чтобы набрать вот этот лишний стак. Чем раньше он наберет 10 стаков, соответственно, тем раньше он начнет у нас дамажить так, как именно дамажит настоящий рук. У кого какие вопросы есть, в принципе, можете спрашивать. Сейчас быстро покажем, кто как одет. Я переодел рука, у меня получилось именно вот этот сет полностью собрать, что дало тоже прирост урона, но немножко по статам просел, поэтому, в принципе, сам рук по урону не особо-то и вырос. И вот этот мифик тоже получилось так более-менее статы найти, который увеличит назональный урон. Таланты вот эти. Далее шмыгли, полностью урон, как бы ничего такого удивительного. Также Сакредея тоже в мификах. Пробовал ее одевать в другие сеты, которые именно бафуют. Выходит немного хуже. Все-таки лучше, когда она нормальный урон наносит и настакивает разъедание. Точности у меня даже чуть больше, потому что 240, что 220, что 265, все равно она умудряется мазать, поэтому вот так. И Филосия в данном сете и с ребрами. Ветку талантов беру вот эту. Рейта получается у меня 42 ускорения, рога и сет кукольника. Также хочу выбить и поставить перчатку сюда на шанс крит удара. Пока что просто нету нормальной. Сейчас посмотрим, может она у меня вообще есть. Я вчера что-то там фармил, сейчас я вам как раз и покажу. Вот такую перчатку я поставил, получил, получается, 98% шанса крита, еще и увеличенный урон по штрафу защиты. Зачем это нужно? У нее весь отхил зависит именно от урона, который она нанесет. Мы, получается, соответственно, продляем штраф к защите, соответственно, мы бьем четко-четко в него. И, соответственно, у нас сейчас будет крит и четко по вот этому штрафу. Соответственно, у нас отхил так будет намного больше. Намного. Прям она может с нуля выхилить персонажа. Более очевидно это работает вообще на боссе, который Телендор. Там это более явно выражено. Код команды будет в описании, вы можете с ним ознакомиться. На этом, в принципе, все. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. До скорых встреч. Всем пока.